Всем привет, с вами Кронж, и сегодня я хочу вам рассказать про одну игру в Телеграме Hamster Combat, или попросту можно называть хомяки. Ну, каждый по-своему называет, мне удобнее так. Очень интересный перспективный проект, похож очень на Notcoin, ну, со своими небольшими изменениями, естественно. Но так как Notcoin я по большей части пропустил, и теперь у меня есть некоторая фома по этому поводу, так как я не заработал столько, сколько мог бы, если бы занимался им плотно, я решил немножко пообузить этот проект. Но даже если вдруг не выгорит и там будут какие-то копейки, у меня будет уже отработанный механизм на будущее для похожих проектов. И сейчас я вам расскажу, как и что я сделал. Начну с того, что расскажу, что вообще за игра. В игре необходимо просто набирать монетки, но не как в Notcoin там тапать, хотя тапать здесь также можно, но здесь пока что нет рекламы. Основная прибыль идет за то, что мы покупаем за натапанные монетки, точнее не покупаем, развиваем свой аккаунт, как будто бы мы генеральный директор какой-то биржи. Поэтому покупаем там различные штуки, которые относятся к бирже, раскручиваем соцсети и так далее. В общем, все вот это надо покупать, и потом оно в пассиве нам будет выдавать определенную сумму денежек. То есть сейчас у меня прибыль час там плюс 8,2 тысячи. То есть по сути каждый час, как вы видите, капают монетки, и вот в час приходит 8200. Я раскачаю, наверное, тысяч до 110. Мне вот данной суммы должно на это хватить. Так что это, скорее всего, основная часть прибыли. Не тапание, а именно покупка для пассивного дохода. Единственный минус: надо собирать каждые 3 часа монетки. То есть, если открыта игра, то они и так капают на счет. Если она закрыта, то раз в 3 часа надо заходить и их забирать. Естественно, я рассматриваю вариант, где игра всегда открыта на эмуляторе, на ПК. Но об этом я расскажу чуть позже. Сейчас дальше по игре. Мы прокачиваем все вот эти значения, которые есть в 3 строчках. В специалс я не лезу, потому что здесь продаются карты за каких-то рефералов или за какие-то большие суммы. Вы теоретически, если сделаете какой-то основной аккаунт, можете их покупать. Наверняка какие-то плюшки они дадут. У вас будет какой-то наверняка свой основной аккаунт на телефоне, а на ПК или на ноутбуке уже как раз рефералы этого аккаунта, и вам будет проще. Но конкретно на этом аккаунте я не заморачиваюсь. Рекомендую всем прокачать хотя бы до 10 уровня все вот эти вот значения во всех 3 строчках. Тогда прибыль будет, примерно где-то 110-115 тысяч в час. Это очень хорошая прибыль, как я считаю, по моему опыту. Вы очень быстро наберете большое значение, большую сумму. Здесь есть уровни. Пока принципиально на что-то они не влияют, но вы можете все равно их раскачивать. Наверняка какие-то плюшки с этого будут. Ну и естественно, когда вы качаете уровни, то тому, по чьей реферальной ссылке вы пришли, будут капать бонусы. Небольшие бонусы, сейчас мы их откроем. То есть просто за то, что ваш друг реферал присоединиться, будет всего 2000. Если с премиумом 25, с премиумом много друзей особо не найдешь, к сожалению. И вот, собственно, как берутся уровни. Там 5, 10 тысяч, 15. То есть вообще значения небольшие. Даже если делать какую-нибудь маленькую фермочку на 10 аккаунтов, все равно не так и много с них будет капать. В принципе, копеечка да будет какая-то. Так что рекомендую по моей ссылочке зарегистрировать основной аккаунт, допустим, на телефоне, и дальше клепать на компе рефералов. Сколько у вас хватит возможностей, система насколько потянет, потому что эмулятор тоже требует затрат некоторых системных. По игре. Так, у нас есть сама тапалка, про это я рассказал, есть пассивный доход, есть друзья, есть первичные задания, то есть мы выполняем по сути их один раз, и все, то есть новые задания не появляются пока что. Есть ежедневные награды, Daily Reward, и как вы видите, там 9-й день 1 миллион, 10-й день 5 миллионов, то есть это прям очень хорошие награды. Не знаю, как это будет потом конвертироваться в токены, суммы такие приличные.
Так что обязательно надо будет Daily Reward чекать на всех аккаунтах. Так, вроде здесь все рассказал. Есть еще Boost, мультитап и Energy Limit по аналогии с Notcoin. Можете увеличивать лимиты эти. Я особо сильно не стал прокачивать, не вижу смысла, тем более, когда у меня здесь все автоматизировано. Есть Full Energy 6 раз в день. По сути, Full Energy, лично для меня это 5000, то есть вообще ни о чем, когда вот вы увидите цифры там в миллионах. Но все равно на основном аккаунте я на всякий случай тапаю, потому что вдруг там будет обязательно смотреться на количество тапов, что вы там как-то какую-то активность проявляли. В принципе, наверное, все. Здесь вкладка AirDrop говорит, что когда-то, по-моему, он скоро будет, но пока непонятно. Точной информации я не видел. Но рекомендую всем максимально, насколько возможно, прокачать ферму, потому что монетки рано или поздно выйдут, а как уже 3 миллиона игроков за очень короткое время набралось в этой игре, то наверняка они скоро запустят рекламу, и наверняка у них появятся хорошие денежки, которые они потом вложат в токен, и мы сможем продать за определенные приятные денежки. К вопросу о том, где надо разворачивать эмуляторы, собственно, все наши эти телеграммы, я попробовал несколько виртуальных серверов, в них особо не разбираюсь, честно говоря. Наугад взял с хорошими характеристиками, ни один не подошел. Я так понимаю, что там обязательно нужна видеокарта и какие-то специальные настройки под видеокарту, чтобы он развернулся. Конкретно тот эмулятор, который разворачиваю я. Хотя BlueStacks я тоже пробовал, тоже все было очень медленно, тухло, я не стал даже мучиться. Если кто-то знает какие-то хорошие сервера, на которых запустится данный эмулятор, о котором я расскажу чуть позже, сразу в большом количестве, то обязательно скиньте в комментарии, потому что то, что я посмотрел, не подошло. Так что рекомендую попробовать изначально на своем ноутбуке или ПК, там обязательно должно это все заработать. Если вы захотите это масштабировать в больших объемах, тогда давайте вместе найдем сервера и будем их арендовать. Начнем с того, что нам надо для наших эмуляторов, для наших телеграммов. В первую очередь, естественно, нам нужны прокси. В данном случае это не реклама, это один из маркетов, где я покупал прокси, они подошли к телеграммам, скорее всего почти любые подойдут, потому что он особо ничего не требует. Но я конкретно вот на этом сайте купил прокси, купил резидентские, и тут смысл в чем этих прокси, что нам выделяется 1 гигабайт объема, мы создаем сколько угодно прокси, как видите, у меня здесь их 35 создано. Не все под Telegram используются, но вы можете создавать хоть 200 прокси, запускать 200 эмуляторов с телеграммами. И вот пока объемы у вас есть трафика, вы спокойно ими пользуетесь. Вы можете докупить, как видите, этот трафик. И мне удобнее всего пользоваться вот так. Как выяснилось со временем. Поэтому рекомендую купить прокси. Какие именно прокси, мы сейчас рассмотрим дальше. Что нам надо для эмулятора, чтобы автоматизировать? Мы можем написать какой-то скрипт на языке программирования, который мы знаем, а я не знаю ни одного, к сожалению. Это погрешность я собираюсь исправлять, но пока что у меня все простецки. Собственно, я думаю, это вот для любого человека, кто хочет заниматься криптой или чем-то похожим, это вот самый простой и самый легкий способ. Скорее всего, скажут многие профессионалы, что там кустарный, любительский и так далее, и на здоровье. Я качаю кликер, самый обычный кликер. Я их попробовал штук 10. Я просто весь вечер, там полночи с ними мучился, пытался что-то сделать, пока не нашел, именно для этой цели, для хомяков, вот самый простейший кликер и самый удобный. Вот сайт, вы можете, наверное, найти эту программу и на любом другом сайте. Я скачал здесь, вроде без вирусов, без проблем, но будьте осторожны. Если есть официальный сайт у этого Free автокликера, я узнал, что он уже больше не поддерживается, то есть его выпустили когда-то очень давно и забили. Но если есть какой-то официальный сайт, лучше качайте с него, тогда меньше шансов что-то подхватить типа вирусов. Сам кликер у нас в установленном виде выглядит так, мы его качаем, устанавливаем, затем запускаем. В запускном виде он у нас выглядит вот так. Здесь мы прописываем
координаты, я покажу как. Выставляем время и запускаем кликер. Очень вообще простецкая вещь. Рекомендую скачать перед установкой основных эмуляторов, чтобы он у вас уже был. Что нам нужно для Телеграма? Естественно, номер телефона, на котором мы сможем его активировать. Вы можете купить готовые телеграммы, возможно, они у вас заведутся. Я брал на разных ресурсах, прописывал прокси, все как вот прям по инструкции, но почему-то они у меня почти все отлетели. Мне это очень не понравилось, причем я брал телеграммы там от 10 рублей до 200, то есть в разные ценовые категории все равно почему-то отлетают. Разные прокси использовал, разных ресурсов, ничего не помогло. Я подумал, что давайте-ка я сам зарегистрирую телеграммы свои, воспользуюсь сервисом SMS Activate. Вы можете любым другим, на самом деле, опять же, это не реклама, просто я этим ресурсом пользуюсь уже давно, мне удобно. Заходим, закидываем деньги на баланс, с любой банковской карты, это вообще не проблема. Вроде можно даже теперь через крипту переводить, почти там без комиссий, так что, думаю, вы разберетесь. На самом сайте нажимаем Telegram, выбираем страну. У меня вот здесь сейчас выделена Аргентина, но аргентинские номера кончились, несмотря на то, что написано 400 штук. На самом деле их здесь нету. Я только что проверил, но Аргентина — это почти все мои телеграммы. Вы можете нажать «Купить», он будет там писать, что идет поиск, подождать некоторое время и наверняка несколько номеров вам выкинет. А может, просто зайдете уже после того, как увидите видео, и номера появятся. На Аргентину у меня прошли почти все регистрации. Второе место — Малайзия. Часть телеграммов прошло тоже на Малайзию, она подешевле, но не все. То есть есть такое, что если вы вводите номер, который здесь купили, и вам предлагают в Телеграме ввести почту, значит все мимо. Еще был вариант, когда мне сказала, что на ваш телефон поступит звонок. Если вы хотите смс, то через час сможете запросить смс. А номер здесь живет 20 минут, поэтому тоже не вариант. Надо так, что вы покупаете номер, в Телеграме этот номер вписываете, и сразу же приходит смс без проблем. Тогда все, вы активируете Телеграм, проблем нету. Давайте попробуем купить Малайзию на примере. Один номер. Приобретен один номер. Вот он появился у меня. Собственно, в самом Телеграме. Дальше я вам расскажу, как развернуть его в эмуляторе. В самом Телеграме мы вводим вот этот номер. Здесь ниже появится смс-ка с кодом подтверждения. Вы этот код вводите в Телеграме. Все, это ваш Телеграм, вы его зарегистрировали на этот номер. Дальше вы там делаете с ним что хотите. Этот номер, как видите, через 20 минут пропадет. И есть надежда, что никто на него регистрироваться больше не будет. Но даже если будет, то вы можете сделать двухфакторную аутентификацию, допустим, дополнительный облачный пароль, сразу же сделать. Там смс-подтверждения не нужны. И как минимум на ваш аккаунт уже никто не сможет зайти, что большой плюс. Пока что за 1,5 недели у меня ничего не отлетело. Так что рекомендую регистрировать рефералов своих вот таким способом. У каждого, естественно, свой. Если у вас есть другие варианты, пишите в комментариях. Я, опять же, только по своему опыту делаю так. Теперь перейдем к самому главному. Качаем сам эмулятор. Вот сайт ldplayer.net. Собственно, download LD Player. И устанавливаем его. Этот эмулятор, наверное, лучше BlueStacks лично для меня, потому что BlueStacks какой-то слишком тяжелый, слишком долгий. Хоть это и легенда, но все равно LD Player для меня оказался прям сильно легче, прям сильно удобнее. В установленном виде вот так выглядит ярлык. Их там будет два. Один будет одиночный, а нам надо именно мультиплеер. Собственно, вот так выглядит мультиплеер. Мы здесь делаем 1 000 000 аккаунтов. Сколько угодно, тут ограничений, насколько я понял, нету. Создавать очень легко. Рекомендую вам сделать такие настройки на самом первом, который создастся автоматически. Чтобы у вас игра была полнооконно, не надо было вниз-вверх прокручивать саму игру, сделайте телефон и 900 на 1600. Я выставил 2 ядра и 2048 мегабайт оперативки.
Вы можете поэкспериментировать, выставить больше и меньше, зависит от вашей системы. Но для меня это вышло самое оптимальное, чтобы телеграммы не лагали и сами хомяки не лагали внутри. Затем мы нажимаем «Добавить эмулятор», «Копировать», выбираем наш самый первый и делаем клон. Итак, мы штампуем сколько угодно. Рекомендую самый первый не трогать, чтобы удобно было с него копировать, оставить его как шаблон, а все остальные уже мучить. Как видите, у меня запущено сколько их, 9 штук примерно. Вы можете делать сколько угодно. Я бы сказал, что на систему прям сильно они не нагружают. Если у вас что-то еще, там куча всего открыто, вы любите поиграть, наверное, там будут вопросы, что сильно много вы не сможете создать. Но если у вас более-менее мощная машина, которую вы особо не загружаете, вы сможете сделать прям большое количество аккаунтов, и это не составит вообще почти проблем. Дальше я вам расскажу, как все, что я рассказал ранее, объединить в одно и сделать полноценный аккаунт с хомяками. Перейдем непосредственно к созданию эмулятора. Нажимаем «Добавить эмулятор», «Копировать», как я уже показывал, и клонируем наш шаблон. Вот он создается ниже, создается очень быстро. Нажимаем «Начать», он у нас запускается прям с нуля. Запускается также очень быстро. Ну, насколько это возможно, конечно. Само окошко мы можем изменять в размерах как нам угодно. Я чуть уменьшу, чтобы было всем видно. Так, и чтобы все помещалось в экран. Затем здесь мы нажимаем «Браузер». Откроется какой-то родной браузер. Здесь мы набираем, ну, что угодно можно набрать, кому как удобно. Я набираю «Скачать Telegram Android». Наверное, можно прям по-русски, чтобы не было проблем. Вот Telegram для Android, telegram.org. Естественно, не с Play Market. Качаем мы с официального сайта, потому что аккаунт на Play Market нам вообще не нужен здесь. Нажимаем «Загрузить Telegram». Но начинается загрузка, и пошла загрузка Телеграма. Весит он немного, качается быстро. Сейчас, как только он скачается, сразу же появится, хотите ли вы установить. Вот видите, как быстро. Ну, зависит, конечно, от интернета, но я думаю, у большинства должен быть хороший интернет дома, иначе ферму будет очень сложно держать. Идет установка нашего Телеграма. Приложение установлено. Открыть. Ну, нам не обязательно даже дождаться, можем его закрыть. Заходим в приложение системы, в настройки, сети интернет, отключаем Wi-Fi. Это обязательное условие для того, чтобы потом зайти снова в Telegram, нажать Start Messaging. Ну, здесь можете все что угодно разрешать, запрещать, это не имеет значения. И вот появилась щит с колесиком, и значит интернета нету. Нажимаем сюда, нажимаем Use Proxy, выбираем SOX 5, пишем сервер порт, username, password. Нажимаем на галочку, здесь нажимаем на галочку Use Proxy. Естественно, все сразу не заработает, потому что у нас отключен интернет. Закрываем Telegram, снова заходим в настройки, сети интернет, включаем Wi-Fi. Затем снова заходим в Telegram. Start Messaging. И здесь, там же, где был щиток, появится щиток уже с настроенным прокси. Как только будет Connect, все, значит, у вас Telegram находится в той стране, прокси которой вы забили. Если вы покупаете смс-ку аргентинскую на аргентинский номер, то, естественно, прокси должны быть аргентинские. У меня есть один аккаунт, у которого там, что ли, малазийский прокси и аргентинский номер, ничего не отлетело. Наверное, риски какие-то есть, но я бы рекомендовал, чтобы у вас все было на отдельных проксях и желательно той же страны, откуда и номер. Собственно, здесь, как я ранее рассказывал, мы покупаем номер, вводим сюда его, нажимаем «Далее», ждем смс-ку. Если она приходит, вводим смс-ку, и мы попали в Telegram. Естественно, с первого раза может номер не подойдет. Выдаст ошибку, что номер заблокирован, или потребует ввести e-mail. Это значит сразу номер мимо.
Из плюсов: на том сервисе, где вы покупаете номер, если на него в течение 20 минут не приходит смс-ка, он закрывается, а больше у вас не появляется, и вам возвращаются за него деньги. То есть у вас тратятся деньги только на номера, на которые пришли смс. И вот как только вы наконец-то вобьете номер, и он подойдет, пришлет смс вам, оно появится, вы введете, значит все, ура, у вас создан полноценный аккаунт Telegram. Затем вы можете для удобства написать самому себе на основной аккаунт и прислать ссылку реферальную на игру. Можете создать какой-то общий чат, добавляться в этот чат и туда выложить одну на всех ссылку реферальную. Делайте как удобно, я думаю, проблем передать ссылку на вот этот новый аккаунт Telegram у вас вообще не будет. Дальше. Прокси есть, номер есть, мы зарегистрировались, вошли в игру под нашей рефералкой. Собственно, в этом все. Думаю... точно, еще кликер. Показываю, как работает кликер. Вот вы создали, допустим, 3 аккаунта. Успешно зашли в хомяков. И вам надо на ночь или на весь день, или когда вы отходите от компьютера, ставить, чтобы монетки сами кликались. Что мы делаем? Нажимаем курсором на поле X, пробелом нажимаем, допустим, 10 раз на монетку, наводим курсор на монетку и нажимаем пробел. Важное замечание, что, наверное, не стоит в одну точку тыкать постоянно, потому что наверняка какие-нибудь антибот-системы будут, и как мне кажется, что если у нас будет в разнобой клики, то значит будет попроще. Нам меньше рисков, это не точно, но я рекомендую не кликать в одну точку. Затем кликаем на вторую монетку 10 раз, плюс-минус, я сейчас не считаю особо, и на третью монетку 10 раз. Затем нажимаем старт, и курсор сам кликает вот со скоростью 400 миллисекунд, 10 раз сюда, 10 раз сюда, 10 раз сюда, потом переходит обратно и так по кругу кликает. Естественно, чем больше ферма, у меня 400 миллисекунд настроена на 9 аккаунтов, чтобы вот эта вот энергия 5000 не уходила в ноль. То есть, если у вас будет 3 аккаунта всего лишь, то надо будет скорость выставить больше, там 800 миллисекунд или 1000. Я уверен, что вы проследите, как уходят быстро монетки, и если они плюс-минус за весь круг успевают на первом аккаунте восстановиться, то значит это вот оптимальная скорость. Как выйти, если вы нажали уже, чтобы оно кликало, кнопка Escape. Сразу подскажу. Собственно, здесь вот есть подсказка Space, это мы выбираем, куда будет кликать. Escape это стоп. И Delete, если мы хотим полностью обновить вот этот список, куда будет кликаться, мы на него нажимаем Delete, все стирается. То есть максимально простецкий кликер, максимально простецкий все работает. Я очень надеюсь, что меня вот за эту схему не забанят мои аккаунты. Как минимум, я создал реферал своему основному аккаунту. Они все на разных прокси, как будто бы из разных стран. Они хоть какую-никакую, но денежку как рефералы приносят. Так что даже если что-то из этого заблокируется, у меня, во-первых, будет готовый Telegram, точнее Telegram ферма для любых других проектов будущих, а я уверен, их сейчас будет очень много. Затем у нас будет опыт, на будущее просто огромный, потому что я много раз пытался что-то похожее сделать, и все то ли как-то сложно, то ли как-то непонятно. Пользуйтесь готовой схемой. Если что, какие-то вопросы у вас будут, пишите, я обязательно расскажу, потому что вроде как я совсем освоился и проблем ни в чем нету. Естественно, я новичок и прошу простить меня за то, что там какие-то проблемы с монтажом, или может музыка наложена не очень, или где-то я что-то заикаюсь, но я пока учусь. Я подумал, что эту темку надо как можно быстрее вам выложить, показать, потому что такого особо я не видел. Это очень полезно не только для этой игры, а для любых других игр, их там сейчас десятки. Также я знаю один ресурс, я тоже искал по интернету, нашел один ресурс, который рефералов для Telegram-ботов продает. Конкретно для хомяков выставили ценник 2500 рублей за 1000 рефералов. То есть это примерно $25.
как мы видим, если зайдем во Friends, что нам один реферал приносит 2000 из монет. То есть 1000 рефералов нам принесут всего лишь 2 миллиона. 2 миллиона, как видите, это копейки, потому что тут можно за считанные дни, а иногда даже за часы, если сильно раскачаться, набрать 2 миллиона. И это невыгодно. На ноткоине была цена подешевле, и там было выгодно. На хомяках, к сожалению, нет. И причем единственный всего ресурс, такой более-менее проверенный, где как-то все официально, есть хорошие отзывы, который этим занимается. Поэтому не советую искать, наверное, не получится. Лучше самим делать своих рефералов. Да, это подороже, подольше, зато это ваше родное и плюс готовые аккаунты на будущее. На этом вроде все. Пользуйтесь, по возможности регистрируйтесь по моей ссылочке. Мне будет приятно, не то чтобы огромный бонус, основной аккаунт свой я тоже зарегистрировал по реферальной ссылке одного из знакомых, так что один аккаунт можете зарегистрировать по моей. На этом вроде все. Всем спасибо, пока.